Всем привет, ребят! Вы на канале Олеся Лойс, и сегодня мы будем готовить медовое желе с фруктами, с мармеладом и с очень вкусной и сладкой кондитерской посыпкой. Что нам нужно? Нам нужен мед. Этот мед я брала в магазине Светофор. Тут большой объем 1,4, и он мне идеально подойдет для моего желе. Нам нужны 3 вот такие вот пустые бутылочки. И в первую бутылочку мы положим фрукты. Из фруктов я решила взять киви, потому что киви очень кисленькая и будет как раз перебивать вот эту вот всю сладость нашего меда. И мы наполним нашу бутылочку вкусным, свежим, кисленьким киви. Так, наполняем. Если вы будете готовить такое желе с фруктами, то можете взять абсолютно любые фрукты. Любите яблочки? Берите яблочки, бананчики, персики, что угодно, там груши. Адель мне предлагала взять виноград, но мне кажется, что все-таки с киви будет очень вкусно, потому что я очень люблю киви. Так, все, я доложила весь киви. У меня получилось примерно пол бутылочки, да, может чуть меньше. Но в любом случае я ее буду переворачивать, да, когда мы будем убирать ее в морозилку. Так, и сейчас мы нальем туда наш мед. Чтобы налить вот в эту бутылочку мед из этой баночки, нужна воронка. Но, к сожалению, мою воронку кое-кто похитил, поэтому я буду использовать вот такие вот воронки, а не какие-то воронки с фильтром. Но я вырезала здесь такую штучку и вставляю это вот сюда. Оно не вставляется, поэтому надо держать и попытаться все не разлить. Не знаю, что из этого выйдет. Давайте начинать. Так, вот, видите, у меня здесь такая заливка. Надеюсь, хватит места, да? Воронку пока убираем в сторону. Естественно, весь мой стол уже в меде, но ничего страшного. Так получилось. Медовое фруктовое желе. Желе из меда. Желе из меда с фруктами. Хорошо звучит. Теперь мы опускаем, точнее переворачиваем, ну, имеется в виду, опускаем наши фрукты вниз. Надо, чтобы они перетекли. Вот, все получается. Или не получается? Они что, застряли? Что-то я не этого хотела. Ну ладно, давайте так, оно пока постоит, да, сзади, и посмотрим, будут ли фрукты как-то падать вниз. Мне кажется, что будут. В следующую бутылочку, как тогда сделать-то? Может сначала налить немножко меда, а потом уже положить мармелад. Вот, мармелад у меня взят вот такой вот. Это обычные мармеладные червячки из магазина тоже Светофор. Я их нашинковала, да, так мелко измельчила. Вы можете взять абсолютно любой мармелад. Вот. И я вам сейчас скажу, конечно, в конце видео, вкусно это или нет. Может, я вам скажу, что это невкусно, и не берите никакой вообще мармелад. Так, давайте немножко нальем. Так. Примерно, думаю, хватит. Вот столько я налила. Все, хватит, хорошо. Завязывай. И будем сейчас сюда складывать мармеладки. Их ложечкой мне не положить, потому что они будут к ней прилипать. Будем их бросать так руками. Тонут. Я не видела, чтобы наполняли чем-то вкусненьким бутылку с медовым желе. Поэтому я и решила, что надо проверить, попробовать, как это. Медовое желе у меня на канале очень хорошо смотрят. На видео уже больше 100 тысяч просмотров. Значит, эта тема интересна. Каждый день смотрят. Примерно 600 просмотров. Поэтому эта тема актуальна, интересна многим. Блин, мне кажется, уже много мармелада. Вон, смотрите. Так, и дальше мы снова заливаем это медиком. Так, думаю, хватит. Думаю, надо заканчивать лить мед. Ужас. Главное, чтобы мой микрофон тут не заляпался. На все остальное плевать. Если
мармелад на меня прилип. Так, закрываем и переворачиваем. Что там с фруктами? В общем, если вот так вот создавать им такое, видите, тут типа давление, они начинают потихонечку опускаться. Но все равно не так, как я думала. Мне хотя бы, чтобы чуть-чуть. Нет, я их трясу, они снова поднимаются. Можно отрясти в другую сторону. Да, вот это вот я дура. Смотрите. Все распределилось, идеально стало. Просто нужно знать какие-нибудь эти элементарные законы физики. Ладно, все, оставляем эту бутылку. Теперь разбираемся с этой. То есть мы трясем, получается, вот так вот. Нет, ничего не получается. Нет, тут тоже уже мармелад. Видите, вниз спустился. Он просто некоторый прозрачный, желтенький такой, и его плохо видно в банке. Тут вообще идеально. Все. Оставим эту банку вот так, вот в таком положении, а это пусть будет в таком положении. Хотя если много фруктов, тоже не очень хорошо. Ведь. Пусть так стоят. И в третью банку насыпем просто вот такую вот чудесную, прекрасную, распрекрасную посыпку. Не присыпку. Мне тоже бы не помешала воронка, чтобы это сыпать. Тут еще посыпка в виде сердечек. Очень красивая. Побольше? Побольше. Так, я ее высыпала. Вот здесь сейчас все очень липкое. И тут есть еще шерсть, потому что у меня есть кролики, собака. Вот. Если будут шерстинки летать или где-то на мне, то извиняйте. Так, высыпали. И сейчас надо залить мед. Еще раз. Третий раз, да? Эта бутылка будет называться «Десерт на 20...» Ой, нет, не на 23, а на 14 февраля. Черт. Посыпка сдерживает. Мед, посмотрите, что происходит. Надо немножко просто потрясти будет сейчас. Так, все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Все отлично. Получилось, кстати, очень красиво. Некоторые сердечки вот так вот наверх взлетели. Вот, это можно сделать, такой десерт можно сделать как подарок на 14 февраля своему любимому. Желе из меда. Ну, если кто-то любит мед там, из ваших любимых. И он такой, вау, что это? А это желе. Как вот это вот все опять? Если будете делать вот с посыпкой, то лучше налейте туда меда, вот половину, да, а потом уже туда бахайте посыпку. Потому что сейчас моя посыпка прилипла ко дну, и ее надо вот постоянно так вот перебирать, чтобы вот воздушный пузырь, так сказать, вот здесь вот видите, есть воздушный пузырь, карман. Он, короче, будет смешивать ваш мед и посыпку. Потому что если я просто вот так поставлю, ничего не изменится. Ее, ну так вот, оно будет держать. Поэтому надо вот всячески сидеть вот так вот и вот так вот делать. Но в следующий раз я буду умнее. Ну, выглядит, посмотрите, как красиво, да? Даже больше похоже на какие-то листья, чем на сердечки, вот так издалека. Осенние. Но это сердечки. Естественно, вы можете пищевыми красителями покрасить этот мед. У меня они есть, но я решила особо не заморачиваться, оставить его таким красивым желтым цветом. Вот. Третья бутылка у нас готова. Блин, ну что произошло? Ну что, сейчас я все эти 3 бутылки убираю в морозилку на 4 часа минимум. То есть, чем они дольше простоят, тем лучше, чтобы они хорошенько так заморозились. И потом мы все с вами попробуем и решим, достойный ли это рецепт или говно. Для вас пройдет буквально секунда, а для меня очень долго. Поэтому скоро встретимся.
Ну что, ребят, у меня прошло 2 суток. Да, столько были все мои бутылочки в морозилке. Сейчас мы их попробуем. Они очень хорошо заморозились. Надеюсь, я смогу что-то из них выдавить. Давайте начнем с фруктовой бутылочки. Посмотрите, как она заморозилась. Так, попробуем ее открыть. Открылась легко. Так, ну что, попробуем выдавить. Черт. Я подложила салфетку, попытаемся выдавливать бутылочку. И она... Что-то пошло не так. Может быть, от того, что киви был водянистый, мед не застыл. Блин, ну по вкусу, короче, вкусно. Это просто такой легкий десерт, который вы можете есть вот так вот. Для этого и нужны проверки, такие, как я делаю, чтобы понять, будет ли застывать мед. Либо, возможно, нужно брать мед погуще, не такой жидкий. Потому что раньше я готовила, так я из такого и готовила примерно меда. Ладно, давайте быстренько посмотрим, что у нас по следующим бутылочкам. Тут у нас потверже бутылочка. Оу. Давайте посмотрим. Тут у нас мармелад. Червячки. Блин, я испачкалась медом. Попробуем выдавить их. Да. Так, тут вам видно, да? Вот, мармелад. Я же говорю, дело не в меде, дело в киви, которое дало воду. С мармеладом очень вкусно. Обязательно попробуйте. Он такой сладенький. Именно сладенький, но мармелад можно взять какой-нибудь и кислый, чтобы опять же перебивать сладость меда. Ну тут очень прикольно жуется и выглядит реально эффектно, да? Так, давайте. Видите, да? Зеленый мармелад, красный. С мармеладом однозначно советую. Вот. Конечно, обидно, что с фруктами не получилось. Я, наверное, до конца видео буду об этом говорить. Я не знаю, почему. Я, наверное, в следующий раз возьму мед просто погуще, чтобы проверить. Давайте теперь... Опять я вся в меде. Давайте теперь попробуем с кондитерской посыпкой. Я все еще дожевываю мармелад. Он такой вкусный. С медом очень хорошо сочетается. Потому что сейчас попался зелененький, он был кисленький. Так, с посыпкой. Видите, как получилось? Тут нет посыпки, но тут зато ее много. Давай, надеюсь, ты выдавишься. Оу. Нет, я буду давить тебя, пока ты не станешь крутой, посыпка. Крутой и медовый. Посыпка очень вкусная. И знаете, что мне кажется еще? Что при заморозке мед не такой сладкий, как до этого становится. Может, конечно, мне так кажется. Так, пытаемся еще достать. Очень вкусно. Так, давайте подведем итоги. Больше всех мне понравилось с мармеладом. Было очень вкусно. С посыпкой тоже, но очень сладко. Но выглядит зато как самая... такая крышечка. Как самая эффектная баночка. Посмотрите. Очень красиво выглядит. По-нарядному, так сказать. Но это тоже интересно выглядит. Видите, тут как кристаллы такие переливаются. Если на свету посмотреть. Ну а то, что с фруктами не получилось, конечно, беда. Но я думаю, что я просто это вот так съем, да? Или вывалю. В чай положить можно. Очень много воды. Именно поэтому не получилось. Поэтому я не понимаю, кто там писал в моих прошлых видео про желе из меда. Вот в этом, что
Можно разбавлять мед с водой. Я пыталась разбавлять мед с водой, у меня ничего не застывало, получалась вот такая вот просто водичка, да. Также и здесь киви дала воду. Говорю, надо было использовать банан. Он бы не дал бы воды. И все застыло бы, наверное. Ну а если вдруг у вас аллергия на мед, то обязательно посмотрите вот это вот видео. Тут я готовлю карамель в бутылке. Все то же самое. Вы можете приготовить точно такие же десерты. И думаю, что с фруктами, в принципе, тоже. Только не берите мокрые фрукты, берите сухие фрукты. Карамель — это замена меда, кто его не любит по каким-то причинам, или если у вас на него аллергия. И если вам понравилось это видео или было оно полезно, то обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами скоро в следующих видео. И всем пока!